Вчера и сегодня. Сказки для детей и родителей. Прогулка в саду. Привет, я Марк. Так меня называют дома. И на прогулке меня тоже называют Марк. И в автобусе. Но в автобусе я редко езжу. Поездка на автобусе – это событие. А вчера была, на первый взгляд, обычная прогулка. Это сейчас я понимаю, что она стала событием. Благодаря мне, Марку. Мама говорит, что Марк – мое имя. И каждое утро я, Марк, вылезаю из одеялка, заявляю о себе миру вокруг, завтракаю и выхожу гулять на прогулку в наш садик у дома. Сегодня я гулял с бабушкой, и это изменило мир. И как же это изменило мир, можете спросить вы. Сейчас расскажу. Терпение. Видите вон там черепашку? Черепашку, которая ест клевер и греется на солнышке. Теплом солнышке. Сегодня она просто ест, довольная жизнью и собой. Но так было не всегда. Вчера вот было совсем иначе. Я застал ее в очень неловком положении. Она пыталась залезть на ступеньку. Первую ступеньку высокой лестницы. Очень долго пыталась. Я даже устал за ней наблюдать. Настолько она долго пыталась. Я успел поиграть в мяч, вернуться, а она все пыталась. Я успел полить цветочек в горшке и свой носок, а она все пыталась. Я успел вернуться домой и переодеть носки. Оба. Интересно, зачем переодевать оба носка, если я полил водой только один? Но поскольку переодевать носки сам я еще не умею, мне помогала мама. А мама всегда переодевает оба носка сразу. Я доверяю маме. Мама знает все на свете. И про носки тоже, конечно. Потом я успел помочь папе вынести мусор и вернуться, а она все пыталась. Наконец, у нее почти получилось преодолеть первую ступеньку. Черепашка была маленькая, а ступенька высокая. Поэтому преодолеть ее было непросто. Черепашка старалась, и, надо признать, у нее почти получилось. Но черепашка неудачно перевернулась и упала на панцирь. Она беспомощно болтала лапками, но, представляете, даже не плакала. Рядом не было видно других черепах или созданий, кто бы мог ей помочь. Ни одного котика, ни одной птички, ни одной мамы. Как черепашки весь день без мамы? Я прямым взглядом посмотрел на бабушку, в недоумении поднял руки, как делали все в нашей семье в любой непонятной ситуации, и вопросил: «И где?» Это значило «и где» на моем языке, который с каждым месяцем становился все лучше. Мудрая бабушка, которая была рядом, предположила: «Марк, ты только подумай, других черепах рядом нет, котиков нет, птичек нет, мамы нет, она сейчас на работе. Созданием, кто мог бы ей помочь, можешь быть ты». Я? В самом деле? И тут я сел на травку, подумать и посмотреть на свои носки, за которыми виднелась черепашка. Да, я Марк, малыш Марк. Больше всего на свете я сейчас хочу черепаху хватать. Может, даже укусить. Интересно, как это? А если бросить? Или лизнуть? Так я думал. Но бабушка, кажется, сразу меня раскусила и покачала головой так, что я понял. Лизнуть и куснуть черепаху не получится. А потом подумал еще раз и заглушил в себе эти желания, оставив одно, новое. Быть тем созданием, которое... Ведь я могу помочь ей справиться с этой ситуацией. Попробовать. Бабушка верит в меня. И я попробовал. И смог. Оказывается, надо было схватить ее аккуратно, перевернуть и поставить на травку, чуть повыше. Да, я сделал это немного резко, но высота для черепашки была небольшая, и бабушка позволила мне это сделать самому. Она ни во что не вмешивалась, доверяя мне. Хоть я и чувствовал в ее глазах волнение за черепашку. Черепашка была живая и хрупкая, бабушка не раз мне это повторяла, и это я уже знал. Просто, понимаете, не так легко управлять своей малышковой силой. Желаний у меня много, и сил много. А об остальном я пока не знаю. Но я старался, и хоть движение мое было рисковатым,
Я думал о том, что она плавная, а черепашка хрупкая. Предоставить черепашке защиту кустов, пространство еды и варианты выбора – вот что было важно. А дальше уж она сама поползла в свою собственную личную прогулку по саду. В самой кульминации моей кампании по спасению черепашки оказалось, что она может сопротивляться помощи. А когти и пасть у нее ого-го. Но я все это принял к сведению и старался быть осторожным, оказывая поддержку. И что мне еще годика нет? Говорят, если можешь что-то сделать, пробуй. Вдруг получится. Но что-то я заговорился. И это не только от свежего воздуха. Дома я тоже часто повторяю. Так лучше запоминается. Спасение черепашки было непростым и увлекательным, но оно уже в прошлом. То было вчера. Вчера, понимаете? Сегодня я никому не помогал. Сегодня я просто цветочек. И кажется, так тоже можно.